Привет, привет, мои золотые котики. У нас сегодня будет душещипательная тема для гадания, и будет она называться «Взаимны ли ваши чувства с человеком?» То есть то, что вы к нему чувствуете, симпатию, любовь, неразделенную или еще что-нибудь, да? Мы сейчас с вами погадаем. Эту тему предложила Асечка, и мы по мотивам этой темы как раз и соберемся, девочки. Ну что, давайте посмотрим. У нас сегодня такое воронье таро будет. И на этом вороньем таро птицы, переносчики не только заразы, но и чувств, девочки. Голуби письма переносят, да? А мы сейчас посмотрим взаимные чувства. Видят ли ваши голуби друг друга? Лебеди, голуби и все остальное. Мы сейчас посмотрим, взаимны ли ваши чувства. Если вы чувствуете какую-то симпатию, вам человек нравится, либо, девочки, вы влюблены просто пипец как. А может быть, вы его просто хотите интимно-сексуально. Может, вы хотите поставить галочку или еще что-то. Интерес испытываете к нему. Давайте посмотрим, испытывает ли он к вам интерес, взаимны ли ваши чувства. То есть, чувствует ли он, что вы на него посматриваете, подмигиваете или еще что-нибудь, выделяете феромоны, девочки. И мы сейчас посмотрим на 4 вариантов. Взаимны ли ваши чувства? Первый вариант, второй, третий и четвертый. Это у нас будет такое экспресс-гадание. И мы посмотрим, взаимны ли ваши чувства. Чувствует ли он ваши флюиды в свою сторону, ваши феромоны, ваше сексуальное влечение, возможно, просто интерес, симпатию и т.д. и т.п. Взаимны ли ваши чувства? Первый вариант, второй, третий, четвертый. Давайте посмотрим, что нам принесут на хвосте сороки, птицы, ласточки, голуби, ну и вообще кто угодно. Журавли, девочки. Ну что, глянем, взаимны ли ваши чувства. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Загадывайте этого мужчину, к которому вы что-то чувствуете. И посмотрим, что он чувствует к вам. Взаимно ли он хочет проявиться в вашу сторону. Ну что, первый вариант, поехали. Взаимны ли ваши чувства с этим загаданным человеком? 16-й старший аркан. Башня, девочки. И причем это падающая башня пизанская. И не только, да? Вавилонская, возможно. Что это значит? Тут карты спрашивают, вот этот 16-й аркан, старший, повторюсь, да, кармический, он развернут не в сторону этого мужчины, а в вашу сторону, девочки, да. Вас карта сейчас спрашивает, а вы к нему действительно что-то чувствуете? Вы действительно к нему чувствуете что-то хорошее, девочки? Потому что здесь под кармическим арканом подразумевается, с этими чувствами приходят какие-то проработки. ВОЗ и маленькая тележка, девочки, каких-то проработок, да. Что это такое? Тут вот надо просто о себе задать вопрос. Надо ли вам вообще строить отношения с этим мужчиной, да? Взаимны ли ваши чувства? Надо ли вам это вообще? Потому что при таком благоприятном исходе, когда, например, с человеком, вот допустим такую ситуацию, что вы вместе, да, что вам все нравится, вам хорошо, его чувства взаимны и все остальное. Девочки, тут приходит вот эта большая бабайка, которую не ждали, да. То есть в довесок к этим взаимным чувствам будет много чего такого идти, что вам не особо понравится, да. Либо этот, например, человек очень беден, и вам придется взвалить на себя все старания по обеспечению семьи. Да, устроиться на вторую работу, девочки. Кто хочет устроиться на вторую работу ради мужчины? Тогда вам сюда, в первый вариант. Дальше. Я, может, и шучу немножко, да, утрирую, но для того, чтобы вы понимали, для того, чтобы в вас отозвалось это гадание, эта карта. Другой момент, девочки, когда ваши чувства будут взаимны, дело в том, что здесь может такая проработка быть. Если он женат, да, или у него какая-то другая девушка, вот я вам 100% скажу, что ой, как надолго будут эти любовные треугольники, да. Из этого любовного треугольника у кого-то повезет, если кому-то повезет 2-3 года, кому не повезет лет 15, будете в любовном треугольнике. Оно вам, оно надо это.
То есть с любовью этого мужчины приходит очень много того плохого. Этот 16-й падающий аркан, девочки, да, это какая-то жопа, приходящая вместе с отношениями с этим мужчиной. И именно вам. Может быть, никакой другой женщине, но именно вам, девочки, светит еще немножко каких-то в довесок, каких-то чемоданов без ручек, которые придется вам нести в этих отношениях. Поэтому карта 16-й старший аркан здесь спрашивает именно вас. А оно вам надо? Оно вам надо, вот эти вот взаимные чувства с этим человеком? Я бы на вашем месте, вот прям тут 100% что-то лежит прям на ладони перед вами, и, возможно, вы об этом знаете, и либо закрываете глаза, потому что вам, например, этого человека просто хочется, он вам нравится, вроде бы положительно. Тут либо, девочки, есть жена, либо какие-то проблемы, либо он вообще алкаш, мои дорогие. Понимаете? Кстати, многие попадаются, вот как гулять, когда парень, мужчина за вами ухаживает вместе, сходили в кафе туда-сюда, по винишку, по шампусику, да, там еще по чем-нибудь, на шашлычки съездили. О, у меня даже кот завыл. И вроде бы нормально, да, и строим с ним отношения. А потом мы начинаем понимать, когда выходим за него замуж, что он дикий алкаш, да, и что нам, в принципе, кафешки и ресторанчики заканчиваются, а алкашка-то остается. И мы что начинаем? Тянуть этот воз и маленькую тележку. Поэтому у этого мужчины что-то прям на носе, девочки. У него измазано рыло в пуху. У него пух на носе, у него еще может быть не только пух на этом носе, да, и вам что-то конкретно говорит, что это не ваше, понимаете? И показывать хотите то, что вы хотите с ним взаимных чувств, на 16-й старший аркан падающая башня, да, манит, да, манящие дали какие-то девочки с ним, конечно, манит. Старший аркан. Все старшие арканы манят, они просто к себе жутко притягивают, да. Но фишка в том, что здесь еще очень много чего такого, с чем вы будете ругаться, не мириться, обращаться к психологам, смотреть ролики на ютубе, как не как понять, любит ли он меня. Нет, девочки, у вас будет другое, да? Как отвадить мужика от алкоголя. Как заставить мужчину состать дивана и зарабатывать деньги. Как воспитывать двух детей, одной не требуя алименты. Что вам тут еще такого сказать? Как разрулить отношения, как любовница выйти замуж за женатого мужчину. Короче, вот такое вот. Тут в припрыжку за этим мужчиной прям идет прям караван. Не просто историй каких-то, да, а караван, девочки, каких-то, не знаю, чего, да. Оно вам надо? Нет. А знаете, почему я скажу, что вам это не надо? Потому что, когда мы влезаем в 16-й старший аркан, да, некоторые в нем, вот я вам серьезно скажу, находятся, ну, не то что годами, десятками лет, понимаете? Десятками лет это вот, тянут за мужика что-то, понимаете? Из-за чего? Из-за того, что она когда-то его полюбила или придумала себе, что она полюбила его. К этому, девочки, и смотрите, вы выбрали первый вариант. Но кроме вот этого мужика, и вам даже карты прямо здесь, девочки, на экране телефона, видео вашего говорят. Посмотрите, есть второй, есть третий и четвертый. И если мы какой-то из них откроем с вас и загадаем нового какого-то мужчину, или, возможно, какого-то старого, мы на 100% скажем, что там уже падающая башня, да, мусорка, не попадется. Понимаете или нет? Поэтому вы можете говорить тут кучу плюсов, а я уверена 100%, что вы ему можете поставить очень много, кучу плюсов, он такой суперположительный, классный, все остальное. Но вот это как роза с шипами, понимаете? Если вы хотите просто понюхать розу, значит просто к ней наклоняемся и нюхаем. Если вы хотите ей обладать, соответственно, же взять в руки, то там вас ждут шипы, понимаете? Поэтому взаимны ли ваши чувства, девочки? Я бы сказала, вот по одной этой карте, да, по башне, нет. Не взаимные, девочки. Знаете, почему не взаимные? Может быть, вы ему тоже нравитесь, да, поэтому он вас привлекает, и даже вы привлекаете его. Но для того, чтобы на вас скинуть, то вот весь свой груз скинуть на чьи-то другие хрупкие плечи.
Вы у меня не Нонна Мурдюкова в оранжевом костюме, которая эти вот рельсы ходит. Помните, реклама такая была в 90-х годах, да? Ходят женщины такие, трудяги, и рельсы проверяют, простукивают, да, такие дородные. Вы хотите быть в этом оранжевом костюме, взять на себя то, что тащит этот мужик? Нет, девочки, не надо. Вы рождены для полета, а не для того, что вас прибило вот этой вот башней. Поэтому, если вы хотите знать, взаимны ли чувства, девочки, он, знаете, к вам тащится, да? Знаете, для того? Для чего? Для того, чтобы вот взвалить на вас все, что у него в этой жизни не получается. Понимаете? Вот все, что у него в этой жизни не получается, будет на вас. А он за это вас будет это вот, хотела сказать матное слово такое некрасивое, да, шпилюили вам за это. В награду, девочки. Вы готовы? Ну, короче, я вам скажу так, не надо. Не взаимны эти чувства, не взаимны. Потому что взаимность — это вы когда хотите с мужчиной счастья, любви и радости, легкости и веселья. Да? Хотите детей, хотите семью и все остальное. Он же, девочки, к этому всему добавит вам столько гемора, да, что мама дорогая. Поэтому, и вот это, кстати, на ладони лежит. Это очень видно, что он вам даст. Чего вы боитесь, то вы в этих отношениях с этим мужчиной при взаимных симпатиях и получите. Не советую, девочки, не советую. Самый такой, знаете, легкий вариант, если вы можете его рассматривать, это как какой-то курортный роман, да. И то курортные романы славятся тем, что не такое большое количество женщин по этому поводу переживают. Сели на самолет, улетели, сменили обстановку, и кажется, все, типа где-то этот сказочный принц где-то далеко остался. Победовали 2 недели и забыли, да. Если вы в состоянии сделать такой вот курортный роман и потом с трезвой башкой с этих отношений выйти, пожалуйста. Но, девочки, вот прям готовьтесь к тому, что тут будет, как вот даже вот курортный роман, и то он будет каким-то хреновым в плане того, что потом вылезет какое-то отношение, вам будет какая-нибудь звезда, в кавычках, звонить и говорить: ты переспал с моим мужчиной, там, ну, короче, у вас могут что-то украсть, да, даже не он, а даже, может, он, девочки, и вам самой даже вот станет смешно от того, нафиг я вообще влезла в эти отношения, понимаете? Поэтому, как бы он вас не манил, я вам его не советую. А если вы его хотите, девочки, отложите его на то время, когда у вас будет более-менее там второй, третий, четвертый. Будет стадо кавалеров, а не с кем время привести. Ну, так вы все-таки этого хотите, да? Проведите с ним вечерочек, да, там, ночку. Ну, кто как хочет. Но при условии того, что у вас есть те другие мужчины, которым можно будет в жилетку поплакаться, которые вас утащат с лап этого мужчины. Но не надо тут из кожи вон лезть. Тут есть такое, что он с грустными, возможно, глазами, полными печали, и они манят вас, очень манят эти глаза, да, и все остальное. Но на самом деле там конкретная издевка лежит. И причем и никто, он не будет вообще в этом виноват. Он не будет в этом виноват. Вы потом сами себя будете корить, потому что 16-й старший аркан выпал для вас, девочки. Карты предупреждают. Тяжелые отношения, тяжелая развязка. Понимаете? Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим, взаимны ли ваши чувства с этим человеком. Влюбленные девочки выпали. Вам выпали влюбленные. Если я тут про 16-й старший аркан расповедала, сильно рассказывала, да, то тут выпали влюбленные. Да, он к вам неравнодушен, да, ваши чувства взаимны. Но это еще может обозначать, что вот он очень сильно чувствует, что вы чувствуете к нему. И, может быть, он не может сам себе объяснить, да, он не может со стопроцентной уверенностью сказать, что вы к нему это чувствуете. Но он чувствует к вам то же самое, как и вы. Он вас отзеркаливает. Понимаете? Вы ему тоже очень сильно нравитесь.
Но, опять же, повторюсь, шестой старший аркан — влюбленные девочки. Как я говорила как-то в своем видео, где я учу немножко про Таро, да, вот собираю этот плейлист. Но, в общем, про шестой старший аркан — влюбленные. Обратите внимание, что это аркан влюбленные, а не любовь. Почему тарологи, да, почему Таро не названо любовь? Любовь до смерти или страстная, огромная, большая любовь не написано, а написано влюбленные. Влюбленные. Он влюблен в вас, вы влюблены в него. Но это совершенно не говорит о том, что вы можете быть вместе. Понимаете? И, скорее всего, так как это кармическая карта, это какие-то кармические переживания вас ждут в этой любви. Сюда подпадают девочки, вот, например, эти ранние браки, да, кто-то вышел в 18-19 лет, и потом месяц-два пожили и развелись. Вот карта влюбленных очень часто выпадает на такие браки. Дальше. Влюбленные очень часто выпадают, например, в самом начале отношений невыясненных, когда мужчина женат или женщина замужем, или она и он женаты, да, но они еще не проговорили эти отношения. И у женщины нет еще вот этой вибры, терпилы и ожидающей ответ от мужчины, да, то есть есть такое состояние, когда мы влюблены, хихоньки-хахоньки, любовь-морковь, да, даже вот в любовных треугольниках, шестиугольниках и прочее, но и ровно до того момента, когда женщина не начинает задумываться, так, а я хочу уже развестись со своим мужем и выйти замуж за этого своего любовника, а ему надо развестись своей женой. И как только она себе это в голове решает, у нее моментально меняется вибрация. Да, любовь-морковь, но она уже ожидает его. И вот эта вот меняющая вибрация, да, она уже не привлекает старший аркан влюбленные, да, и они уже не выпадают. И я, например, когда гадаю на Таро кому-то, да, и когда мне уже шестой старший аркан влюбленные не выпадают на любовную пару, любовный треугольник, то я знаю, что там уже женщина ждет давно, мужик ничего не объясняет и все остальное. Понимаете? А до этого момента карта выпадает. И как раз таки она вам выпала. У вас, девочки, нету еще того момента, не объяснялись вы с ним, да? А если объяснитесь вы, да, или начнете ждать от него каких-то ответных действий после вашего объяснения, то там будут уже совершенно другие карты. Поэтому на вопрос взаимны ли ваши чувства, они взаимны, девочки, взаимны. Вы ему нравитесь, он вам нравится. Если вы его любите, тут сила любви у вас, в принципе, одинаковая по отношению к нему, да? Но особо не одевайте сейчас розовые очки по поводу этого мужчины, девочки. Не одевайте. Тут дело в том, что вот эта карта, она идет, вот предвкушение праздника лучше самого праздника. И дело в том, что после признания ваше отношение к нему, и либо его отношение к вам может измениться. И весь секрет, весь интерес, да, ваших с ним, почему он вам понравился, да, и почему вы ему нравитесь, этому мужчине, он будет ровно продолжаться до того момента, когда не начнется выяснение отношений. Возможно, даже до первого интима, мои дорогие. А там может все пойти по-другому. Понимаете? По-другому. Ну, давайте, знаете, на ваш вариант скажем еще. Взаимны ли ваши чувства? Взаимные, девочки. Тянет и вас, и его. Но как только будете выяснять отношения, да, что-то может отзеркалиться. Вас тянет друг к другу, пока вы об этом не говорили с ним. Ну и здравствуйте, вашего тетя. Тут выпал 15-й старший аркан дьявола, девочки. Вот это вообще адская, бурлящая смесь, девочки мои. 15-й аркан дьявола и влюбленные. Это, знаете, прям библейская история про Адама и Еву, которые жили в раю.
Но у вас история немножко другая, зеркальная. Адам и Ева, которые живут в аду. Понимаете? И яблоко вот это вот, и удав, это будет все повторяться у вас эм, там, девочки, под землей, а не над землей. К чему я это говорю, да? Вы же хотите узнать, а стоит, а не стоит и все остальное. Во-первых, тут нужна игра. Игра, девочки, с вашей стороны, интриги какие-то, ну, в хорошем смысле этого слова, флирт, таинственность, загадочность и все остальное. И если вы очень хорошо сыграете эту игру, не вынь да положь, и если вы не будете чисты и откровенны с этим мужчиной, то это будет супер. Я вам даже больше скажу. Для того, чтобы усиливать его желание быть рядом с вами, вам надо как будто бы ему как, ну, как изменять. Да? То есть вот тут идет от обратного. Адам и Ева, например, они любят друг друга, честны с друг другом, верны друг другу. Потому что они как бы не под дьяволом. Вам выпал снизу 15-й старший аркан, а вы под дьяволом. Ваши чувства будут усиливаться, страсти бурлить будут и у вас, и у него, если вы будете проходить мимо него с другим мужчиной. Если вы еще и замуж выйдете, девочки, за другого, да, то он будет считать, что, блин, это любовь всей моей жизни, и это памятник моей любви и все остальное, да. Чем он вас будет еще больше возвышать, чем больше недоступны вы для него будете. Но тут игра, таинственность, флирт. Но полностью я вам советую не раскрываться по чесноку и все остальное, потому что если вы будете честны с ним, верны ему и все остальное, тем меньше вы будете получать вот этой взаимности, которую вы сейчас хотите, мои дорогие. Вот такой вот второй вариант. Ну что, мои дорогие, давайте посмотрим третий вариант. Третий вариант. Взаимны ли ваши чувства с этим загадочным человеком, которого вы сюда выбрали? Ну что, давайте посмотрим, взаимны ли ваши чувства с этим человеком. Шестерка кубков. Он, девочки, как-то за вами наблюдает, подсматривает и все остальное. И этот человек рад, когда вы общаетесь. То есть, вот общаетесь вы или не общаетесь, ставите лайки. Это в интернете, не в интернете общение происходит, да. То есть, даже если вы первое ему просто напишите, не надо прям ему в любви признаваться, да. Но чуть тут прикол в чем? Шестерка кубков. Человек рад, когда вы ему пишете. Человек рад, когда вы к нему обращаетесь, и он испытывает радость от общения с вами. Ему даже хотя бы ваш привет, ваш взгляд, ему все в радость. Взаимны ли ваши чувства с этим человеком? Ого, а тут, девочки, смотрите, что еще девятка мечей выпала. То есть шестерка это перевернутая девятка и наоборот, да. И тут получается то же самое с кубками и с мечами. Кубки это червы, мечи это пики. И получается, что красное, красное сердечко переворачивается в пику, черную пику, да. В чем тут какой-то такой момент? Он, конечно, всему рад и все остальное, да, с вами пообщаться и трали-вали. Но он здесь не намерен на какие-то долгие, серьезные, перспективные с вами отношения, да. То есть тут у человека такое вот любопытство. Я бы даже сказала, любовное любопытство к вам. А какая вы внутри? А какого цвета у вас трусики? Да? Вот, и он чувствует подъем энергетики своей. Ему интересно с вами флиртовать. Ему интересно вот это вот все легкое и поверхностное с вами. И еще такой один момент, девочки. Тут может мужчина быстро исчезнуть. То есть я вам скажу так, если вы скажете, ты знаешь, ты мне нравишься, я хочу быть с тобой. Его просто, понимаете, как вот уборщица тряпкой. Смахнула, офис помыла и нету больше его. Потому что он об этом не думает, и его это пугает. Он за такой поверхностный любовный интерес. Его это привлекает. Немножко флирта и всего остального.
Серьезности в его взгляде нет. Взаимны ли ваши чувства с этим человеком? Боже, девочки, кубковая королева, вы, а вам что? И умеренность. Вы этому мужчине можете сломать жизнь, девочки. Вот даже своим интересом. А знаете, в чем такой момент здесь идет? Как вы можете его добиться, да? То есть, смотрите, он сейчас не настроен ни на какие серьезные отношения фа-фа-ла-фа, да? Но вы выпадаете королевой кубков, которая, девочки, если честно, да, тут вы многоопытная, вы много что пережили, у вас очень широкий взгляд. Вы такой большой эмпат. Вы можете чувствовать будущее, да, прошлое и настоящее любого человека, что он чувствовал. Но я бы добавила, девочки, что вот если брать уже прям конкретный ответ, взаимны ли ваши чувства, да, с этим человеком, то я бы скажу, что да, они взаимны. Они взаимны, ваши чувства. И я даже не знаю, почему вы тут на этого мужчину раскладываете. Но давайте глянем еще. Взаимны ли ваши чувства с этим человеком? Взаимны, девочки. Уже вам всадник кубковый выпал. Взаимный. Взаимный. Вот такие дела. Единственное, я вам скажу, что, смотрите, он все равно выпадает меньше, чем вы. Он выпадает по рангу карт Таро младше, чем вы, со своими взаимными чувствами. А вы выпадаете очень чувствующий, глубинной такой, понимаете? Я бы даже сказала, возможно, у вас больше любви, человеколюбия, животных любите очень сильно, да, вообще на все готовы, вы не пройдете мимо несправедливости, вы подарите другим людям какую-то радость, да, вам вообще не жалко дарить свою любовь, и дарить лучшее в этой жизни. А вот, и я вам скажу, что вы и поэтому ему тоже нравитесь. Но так как вы королевой выпали такой червовой, то я вам скажу по внешности, да, вы ему тоже нравитесь по внешности. Но почему-то эта девятка мечей, да, это так резануло меня тут в вашем раскладе. Кубки выпали опять, девочки. Ну, тут 99,9%, да, взаимности есть. Единственный момент, почему вот эта девятка мечей выпала. Либо вы его как подобрали, или, ну, короче, тут есть какое-то дно, да, какая-то тяжелая история, либо у вас, либо у него. Может, и она так фонит здесь. Вот такой вот, мои дорогие, третий вариант. Четвертый вариант, давайте посмотрим, взаимны ли ваши чувства. Восьмерка кубков, девочки, взаимны. Он уже давно, как говорится, к вам неравнодушен. Вы ему нравитесь, он за вами наблюдает, здесь даже какая-то история с вами связана. То есть это как давным-давно идет, девочки. Возможно, еще до того момента, как вы на него обратили внимание, он уже на вас внимание обращал. Взаимны ли ваши чувства? Императора, что ты от нее хочешь? Девочки, он хочет, чтобы вы были под ним. Он хочет с вами интима, интимных отношений, чтобы вы в его сторону проявлялись, как любовница, как минимум. Взаимны ли ваши чувства? Да, девочки, взаимны. Взаимный, и он к вам больше даже неравнодушен, чем вы к нему, как ни странно. Вот такие дела. Хочется у него много тестостерона, и этот тестостерон направлен в вашу сторону. Так что ваши чувства взаимны. И я бы даже сказала, с его стороны этой взаимности намного больше. Точнее, как взаимности может быть больше? Может, девочки. Симпатии, влюбленности, страсти, любви с его стороны в вашу сторону больше, чем у вас к нему. Но еще обратите внимание, он выпал тут императором. То есть он хочет быть доминантой в ваших с ним отношениях. Доминировать, девочки. Ему надо давать, ухаживать, просить его что-то делать, да, чтобы он вот чувствовал, что вы от него как-то зависите. Так. Но знаете, о чем я подумала вот прямо в начале расклада, девочки? Что тут еще кто-то есть третий лишний.
что кто-то третий лишний тут все-таки где-то есть рядом. Поэтому сейчас доложу немножко карт. Взаимны ли ваши чувства? Восьмерка мечей от кого? Бывшие девочки тут, да? Тут идет либо ваш бывший, либо его бывшая, которая еще к нему не остыла. Либо это бывший, который к вам не остыл. И смотрите, да, что чтобы ваше... Там дело в том, что еще выпал дьявол, девочки. А дьявол к тому, что если вы будете проявляться к бывшему, либо ваш мужчина вот этот будет проявляться к бывшему, да, это, как говорится, будет очень нехорошо. Плохо будет. Там будет, возможно, даже какая-то измена. Или с вашей стороны, или с его. И причем он не будет особо хотеть, как-то случайно, чего-то. Короче, закрываем его от бывших, девочки. Закрываем от бывших. И себя закрываем от бывших тоже, мои дорогие. Вот такой вот четвертый вариант. Все, мои дорогие котики. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока.